ирландском ранчо спасли осла. Во время консервации ослик Шокс был привязан веревкой и лежал там. Веревка вокруг его шеи была туго обмотана и поранила шею. Хозяин имел добрые намерения и попытался продезинфицировать раны Шокса хлорной известью. Это усугубило рану, и Шокс остался в состоянии полной слабости. Шокс, находившийся в таком израненном состоянии, впоследствии стал спасителем некой девушки. После спасения Шокса отправили жить в приют для ослов в Бирмингеме, учреждение в Англии, которое превращает заброшенных и подвергшихся жестокому обращению животных в животных для терапии. Там Шокса обучили, чтобы он стал животным терапевтом. В 2013 году Шокс знакомится с 2-летней немой девочкой по имени Эмбер. Эмбер родилась с близнецами, но родилась преждевременно и не могла дышать, когда родилась. Эмбер перенесли экстренную трахеостомию. Хирургическая процедура, при которой делается надрез вокруг шеи и хирургическим путем вводится трубка в дыхательное горло, чтобы обеспечить дыхание. Операция вернула Эмбер к жизни, но повредила ее голосовые связки, и она полностью потеряла дар речи. Кроме того, Эмбер страдала церебральным параличом, инвалидностью, из-за которой она не могла нормально двигать мышцами. Эмбер не только не говорила, ей было трудно сесть и даже повернуться. Друг порекомендовал нам Данки Сэнкчуэри. Так встретится осел Шокс, которого нашли со шрамами на углу ранчо в Ирландии, и неговорящая девушка Эмбер. Было очевидно, что они мгновенно стали друзьями. Было видно, что они очень внимательно относятся друг к другу. Шокс наклонил голову к Эмбер, чтобы обнять его за шею. Тело Эмбер намного меньше, чем у Шокс, поэтому я немного волновался, когда увидел ее, но в любом случае они, похоже, были влюблены друг в друга. Я не мог их разделить. Потрясения придали Эмбер смелости. С этой поддержкой Эмбер начинает восстанавливать силу жизненной силы, которая дремала в ней. Эмбер должна была покататься на своем любимом шоссе. Эмбер была очень счастлива. И Шокс гордился тем, что носил на спине счастливую Эмбер. У Шока и Эмбер непостижимая связь. Вдохновленные тем, что Шокс сделал для их дочери, пара решила превратить историю о раненом осле и немой девочке в книжку с картинками. Он хочет, чтобы люди во всем мире знали, насколько замечательны животные терапевты. У Шока и Эмбер не было славного начала в жизни. Но теперь будущее Шокс и Эмбер начинает сиять ярче благодаря связи между ними.